У берегов разных континентов все чаще фиксируют сцены, которые еще недавно казались вымыслом. Дельфины используют морские губки как защиту для морды, горбатые киты сочиняют новые песни, распространяющиеся по всему океану, а осьминоги решают головоломки, недоступные многим наземным животным. Океан всегда считался домом для невероятного разнообразия, но реальность оказалась сложнее. Новые наблюдения и генетические исследования показали, что под привычными обликами многих морских обитателей скрывается куда больше видов, чем мы думали. И различия между ними настолько глубоки, что они меняют наше понимание того, как работает эволюция. Долгие годы многих океанских животных воспринимали как символ глобальной адаптивности от полярных морей до тропиков, от поверхности до глубин. Считалось, что они одинаково уверенно чувствуют себя в любых условиях. Но начиная с конца XX века начали появляться тревожные противоречия. Почему одни группы дельфинов постоянно переговариваются громкими щелчками и свистами, а другие во время охоты ведут себя почти бесшумно? Почему одни специализируются исключительно на рыбе, даже когда та становится дефицитной, а другие нападают на морских млекопитающих с пугающей точностью? И самое поразительное, почему никогда не фиксировалось скрещивание между такими группами, даже когда их маршруты пересекались в одних и тех же водах? Ответ оказался ошеломляющим. Речь идет не о локальных привычках, а о разных линиях эволюции. В океане выделились как минимум две крупные группы, условно их называют прибрежными и океаническими формами. На первый взгляд они одинаковы, те же размеры, та же окраска, тот же силуэт, знакомый каждому зрителю документальных фильмов. Но стоит провести с ними время, понаблюдать за их охотой, послушать их звуки, и становится ясно, что это два разных мира. Прибрежные жители океана встречаются у берегов всех континентов, от Иберии до Бразилии, от Аргентины до Австралии. Они ведут жизнь шумных сообществ, часто объединяясь в группы по 1520 особей, где главную роль играют пожилые самки. Их рацион состоит почти исключительно из рыбы, прежде всего тунца и сельди. Чтобы находить добычу, они используют развитую эхолокацию, щелчки и свисты образуют сложные акустические паттерны, напоминающие диалекты. Каждая семья имеет свой набор звуков, который передается из поколения в поколение. Молодые учатся у матерей и бабушек, как петь правильные сигналы, чтобы находить пищу даже в пустынных водах. Это не просто набор сигналов, а настоящая культурная традиция. Их зубы острые и совсем не изношенные, они созданы для захвата скользкой добычи, а не для разгрызания твердых панцирей. Их жизнь вращается вокруг рыбы и коллективного знания старших, и даже в периоды голода они не переключаются на других животных. В этом упорстве есть сила культуры, привычки становятся правилом, а правила — сутью выживания. Совсем иначе устроены океанические охотники, которых чаще видят в открытых водах у побережья Намибии, Фолклендских островов и Южной Африки. Их стратегия — молчание и скрытность. В отличие от прибрежных родственников, они почти не пользуются эхолокацией во время охоты. Любой щелчок мог бы выдать их присутствие, а их жертвы, морские львы, тюлени или дельфины, обладают тонким слухом. Поэтому они двигаются бесшумно, словно тени, слушая и выслеживая. Их тело крепче, челюсти массивнее, зубы заметно изношены от постоянного контакта с костями и толстой кожи добычи. Они действуют малыми группами по 37 особей, чаще всего это мать и ее подросшие детеныши. Атаки происходят слаженно, словно по плану. Одни отвлекают жертву, другие заходят сбоку, и финальный удар или укус завершают охоту. В этих действиях нет хаоса, только расчет, холодная координация и интеллект. Это не универсальные хищники, а специалисты самого высокого класса. Долгое время такие различия пытались объяснить как экотипы одного вида, вроде региональных диалектов. Но генетика внесла ясность. Анализ ДНК показал, что расхождение между прибрежными и океаническими формами произошло сотни тысяч лет назад. Это значит, что пока первые люди только начинали делать каменные орудия, эти морские обитатели уже разделились на две линии, каждая со своим образом жизни. Более того, несмотря на пересечение ареалов, ни разу не было зафиксировано скрещивание. Для морских млекопитающих это крайне необычно. В их геномах различия затрагивают не только диету, но и иммунные системы, акустические способности, даже особенности нервной деятельности.
Это не временное культурное увлечение, а глубинное видообразование. Научное сообщество оказалось перед фактом: культура может быть движущей силой эволюции. То, что животные передают детям, будь то песни для эхолокации или молчаливые методы охоты, формирует не только поведение, но и физические черты. Постепенно привычки становятся наследием, а культурные нормы закрепляются в биологии. Эта идея еще недавно казалась спорной: животные, мол, учатся у родителей, но вряд ли это влияет на эволюцию вида. Однако примеры из океана показывают обратное. Долгосрочное социальное обучение может создать новые линии, которые со временем становятся отдельными видами. Эти открытия имеют не только академическое значение. Они влияют на охрану природы. Прибрежные популяции сегодня в бедственном положении. Их основной ресурс, рыба, страдает от переловов и изменений климата. Эти животные не переходят на другую добычу, культура не позволяет. В результате популяции снижаются, а вместе с уходом старших самок теряется коллективная память. Молодые остаются без учителей и не знают, куда мигрировать за пищей. Их вымирание может оказаться не только биологическим, но и культурным крахом. У океанических охотников ситуация иная. Их численность растет, поскольку их жертвы, морские млекопитающие, восстанавливаются после охранных мер. Их стратегия работает, их культура остается устойчивой, и они чувствуют себя хозяевами положения. Этот контраст показывает, насколько опасно рассматривать всех обитателей океана как один вид с разными привычками. Когда природоохранные программы объединяют все группы под общую категорию, они не учитывают принципиальное различие. Одни линии могут процветать, другие — исчезать. История жителей океана напоминает нам о границах человеческого восприятия. Мы десятилетиями наблюдали за ними, снимали фильмы, изучали их звуки, фиксировали различия в питании. Но все это время мы предпочитали считать их вариациями одного вида, потому что так было проще. Мы не хотели допустить мысли, что прямо у нас перед глазами могут существовать разные виды, внешне почти неотличимые. Таксономия долго держалась за морфологию, форму тела, размеры плавников. Но в современном мире этого мало. Поведение, культура и коммуникация становятся такими же важными признаками, как кости и гены. Теперь, когда завеса приподнята, мы начинаем видеть всю глубину различий. Певцы и охотники живут бок о бок, но словно в разных измерениях. Одни растят детей в шумных сообществах, где знание передается через песни и воспоминания. Другие воспитывают потомство в молчании и расчете, обучая тактике убийства. И хотя снаружи они одинаковы, их внутренний мир, их культура и эволюционная судьба абсолютно различны. Для науки это сигнал пересматривать сами определения вида. Для экологии — повод иначе смотреть на охрану животных. Для нас всех — напоминание, что даже самые знакомые существа могут скрывать тайны, способные изменить наше представление о жизни. Ведь, если мы смогли перепутать разные виды, которых видели так близко и так часто, сколько еще видов на планете остаются нераспознанными? И, пожалуй, самое поразительное в этой истории не то, что они оказались разными, а то, что величайшие открытия могут прятаться не в неизведанных глубинах, а в том, что мы считали уже давно понятным. Океанские жители не изменились. Изменилась наша способность их видеть. И, возможно, где-то рядом, в знакомых водах, нас ждут новые открытия, такие же огромные и неожиданные. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.